Всем привет! Сегодня я к вам с лазаньей, ту, которую меня научили готовить в Италии. А вообще здесь 3 рецепта в одном: соус болонезе, соус бешамель и сама лазанья. Лазанья немножко, конечно, требует времени, но это и считается такое блюдо достаточно праздничное. У меня здесь 500 граммов говяжьего и 500 граммов куриного фарша, хотя в Италии в основном берут только говяжий и плюс копченое мясо кусочками режут, но могут быть вариации. Лук, чеснок, здесь веточки с подоконника, базилика и шалфея. Обязательно красное сухое вино 200 мл, сами листы лазаньи, помидоры, орегано и бульон. Бульон можно использовать говяжий, куриный, но, допустим, у меня сегодня не было чистого бульона, я просто развела кубик говяжьего бульона. Тоже как вариант подходит. Соус бешамель это отдельно. Первое готовлю соус болонезе. Немножко наливаю растительного масла, оливковое, какое вот есть. Соус болонезе это как борщ. У каждой хозяйки свой рецепт, но есть, конечно же, классическая составляющая, а уже потом кто во что гораздо добавляет. Я, допустим, не добавляю морковку, и в Италии ни разу не встречала, чтобы добавляли морковку. Но красное вино, помидоры, фарш, лук и чеснок, и базилик. Это обязательно. Фарш выкладываю, а потом вот прихватился он снизу, переворачиваю и разбиваю на кусочки. И вот так надо его все время разбивать, несколько минут на сковороде, чтобы кусочки были не сильно большие. И это делать именно в начале, потому что когда уже фарш весь внутри схватится, это очень тяжело будет его разбить на кусочки. Поэтому не поленитесь. Когда остается вот совсем немножко водички, сока от мяса, на одну сторону убираю фарш, а сюда кладу поджариваться лук. Чуть-чуть перемешиваю тоже фарш, и оно сейчас вместе будет поджариваться. Через 3-4 минутки кладу сюда подавленный чеснок, 4-5 зубчиков. Перемешиваю. И тоже пару минут теперь вот поджариваю еще лук. Не забываю чуть-чуть помешать и фарш, пока еще их не соединяю. Надо чуть-чуть подзолотить вот лук с чесночком. Вот лук с чесночком стал призолачиваться. Теперь можно соединять все с мясом. И наливаю 200 мл красного сухого вина. Минуты 3 мясо тушится в вине, должен выпариться алкоголь из вина. Как говорится, лазанья без красного вина в болонезе превращается в макароны по-флотски. Поэтому есть вот определенные продукты, которые обязательны в рецепте. И после вина добавляются помидоры. У меня банка помидоров, кусочки. И еще я добавляю тертые помидоры для пасты, тоже граммов 150. И именно на помидоры хорошую большую щепотку орегано. Орегано с помидорами просто обожают друг друга, поэтому именно на них. А теперь перемешиваю. Обратите внимание, я еще не солила. Почему? Потому что у меня бульон, который я сегодня использую, это кубик бульона говяжьего, так он соленый, поэтому чтобы не пересолить, вот он у меня ждет своего часа, я еще ничего не солила. Если у вас обычный бульон, не пересоленый, не сильно соленый, то тогда можете уже посолить. Добавлю немножко перчика, у меня белый перец, мне он нравится больше, он очень душистый. Или возьмите перец 4 сезона, на худой конец просто молотый. Кто-то добавляет еще томатную пасту. Я не добавляю томатную пасту, я вообще томатную пасту не очень люблю, добавляю обычно тертые помидоры, и в борщ тоже. Но не возбраняется, томатную пасту тоже можно добавить. Теперь наливаю бульон, тоже здесь у меня 200 где-то миллилитров. И базилик, вот прям с веточки отрываю листья и разрываю руками. Я его выращиваю на подоконнике, в горшке. Все приправы, это очень удобно, всегда есть свежие.
Также листики шалфея. Можно тимьян тоже свежий чуть-чуть добавить, очень вкусно. Но никаких укропов, конечно, сюда не кладется. Ни петрушку, ни кинзу в болонезе не кладется. Минутки 2 даю подружиться и выключаю. Соус готов. Что касается листьев для лазаньи. Воду я подсаливаю, и я их подвариваю. Кто-то использует вот такими сухими, сырыми. Конечно же, я тоже пробовала. И будьте готовы к тому, что у вас может где-то внутри блюда, внутри лазаньи высушится лист, не попасть до конца соус, и поэтому он будет сухой, и его, конечно же, нельзя будет кушать. Плюс при укладке, когда собираю лазанью в блюдо, то невозможно его порезать, он ломается. И тоже это не очень красиво. Я поэтому чуть-чуть подвариваю, буквально это вот, чтобы лист сам размягчился. Только для этого. Это буквально минутку. Все, он вот становится мягкий. Я его подварила и кладу просто на тарелку первые листы. И уже начинаю собирать лазанью, а листы по чуть-чуть подвариваю. Чуть-чуть на низ. Вот так выкладываю. Даже вот здесь вот чуть-чуть есть расстояние. Ну, у меня не квадратное блюдо, и с ним, конечно, сложнее. Но с этим мы тоже справимся. Просто обрезаю кусочки и докладываю их. Каждый слой должен быть заполнен. В это время сейчас я уже положила вот следующие несколько листов. Сюда раскладываю соус болонезе. А если бы я не подварила, вот они бы листы стояли колом. Выкладываю следующий. Также заполняю поверхность. И вот из килограмма фарша у меня получается, не считая самой нижней, там 1-2 ложки я положила, на самый низ 3 хороших таких слоя мяса. Между ними листья лазаньи. Накрываю последний слой фарша соуса болонезе листьями для лазаньи, и уже сверху идет соус бешамель. Учитывайте то, что нельзя до конца класть слои, потому что тесто станет толще, оно немножко поднимется все блюдо, поэтому место здесь должно оставаться, плюс еще соус бешамель и сыр. И вот на такое блюдо, которое вы видите, мне хватает 400 граммов листьев для лазаньи, то есть 500 даже это много. Соус бешамель классический за считанные минуты готовится, поэтому вот я сначала собираю лазанью, а потом быстренько готовлю соус. Расклад тоже классический: 50 масла, 50 муки, 500 молока, мускатный орех, перец и соль. Сразу на медленный огонь 50 граммов сливочного масла растапливаю. Масло как только растопилось, 50 граммов муки, примерно 3 столовых ложки. И сразу же начинаю все время мешать, чтобы не было комочков потом. Прям хорошо вот до такой вот кремообразной массы мешаю венчиком. Завариваю. И довожу как бы вот масло с мукой до кипения, до белых таких булечек. Это будет выделяться крахмал, который будет связывать соус. Вот когда бульки вот такие вот беленькие, белые, вот как пена, появились, вливаю холодное молоко 500 миллилитров. И тоже размешиваю. И пока молоко закипает, буквально небольшую щепотку мускатного ореха, перец и где-то 2-3 щепотки соли. И теперь мешаю вот до загустения, до закипания. Пару минут должно покипеть. Выкладываю, листья немножко поднялись, стали подсыхать, вот, но ничего страшного. На горячий именно соус нужно выложить сверху. И вот так расправляю. Даже если у вас тоже вот так листья поднялись от лазаньи, что они подсыхать стали, то когда соус положите, вот они сразу распрямляются. Ну и, конечно же, сыр. Сверху покрываю сыром. У меня мягкий желтый сыр,
можете сами натереть. У меня вот готовый. Можно использовать сыр, конечно, моцареллу. Она более тягучая. Но я всегда использую для лазаньи именно вот желтый просто сыр. И он прекрасный здесь. 150 граммов. 150-200, в зависимости настолько, насколько вы хотите засыпать. Ну, мне 150 хватает. Но все-таки чуть-чуть натертого пармезанчика я сюда добавляю. Без пармезана я уж, простите, не могу. Все, ставлю в духовку 180 градусов. Я ставлю на 20 минут, так как у меня листы подваренные. Если вы все-таки решили сырые, сухие листы класть в лазанью, то тогда 40 минут, не меньше. И советую вам сначала на первые 30 минут тогда накрыть фольгой. Я накрою минут на 10 первых фольгой, а потом уберу, и тогда сыр будет румяненький, не сухой. И вот такая красота выходит у нас из духовки. И я вам хочу сказать, то, что вы видите на картинках или в ресторане вам подают лазанью, если вы видите очень четкие слои и мясо, то знайте, что ее готовили за сутки, за двое, она стояла в холодильнике, а потом ее разогревали. Когда вы вытаскиваете лазанью из духовки и режете, она не настолько четкими слоями, конечно, кладется на тарелку. Но домашняя лазанья, она очень-очень вкусная. Попробуйте этот рецепт. Не так все сложно, как кажется. Мне кажется, я сложнее рассказываю, чем это делается. И пусть вам будет вкусно, на праздничном столе это блюдо всегда принимается на ура. Приятного аппетита, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.